Привет, ребята! Мы снова в нашей веселой мастерской. Сегодня дядя Леша где-то потерялся, и поэтому эту программу буду вести я один. Ура! Нетушки, размечтался. Мы, как всегда, будем вести программу вдвоем. Здравствуйте, ребята. Я задержался потому, что ходил в клинику Катри и смотрел ваши подделки. Они такие замечательные. И еще, Зубастик, я разговаривал с врачами, которые тебе так нравятся. Очень нравится, дядь Леш. Давай посмотрим, какие подделки. В клинике Катри появились новые поделки. Люба Лещенко сделала очаровательную рыбу-кит с золотым фонтанчиком, а Таня Лещенко из обыкновенной перчатки смастерила зайчика. Автор «Мистера Твистера» Вера Гасникова. Полина Матвеевская придумала и сделала самый настоящий домик из цветной бумаги. Все поделки нам так понравились, что мы решили наградить всех участников конкурса. Итак, Люба и Таня Лещенко, Вера Гасникова, Полина Матвеевская, а также Аня Мартюшева, которая для предыдущего конкурса сделала 3 поделки. Приглашаем вас снова в клинику Катри. Приносите свои новые работы, а начиная с понедельника получайте призы. Одну из этих красочных книжек. Кстати, загляните в кабинет к врачам-стоматологам. Посмотрите, как здесь красиво, интересно и совершенно не страшно. Дядя Леша. Что? Мы поделки делаем из цветной бумаги. В прошлый раз вот кукол из носков придумывали. Угу. А из чего еще можно? Да, Зубастик, практически из всего. Например, у каждого дома в холодильнике наверняка есть обычные куриные яйца. О, здорово! Сделаем яичницу. Пойду принесу сковородку. Ой! Да стой, Зубастик! Мы не будем делать яичницу. Мы будем делать из яиц Омлет. подделки. Ага. Вот. И для этого нам будут нужны обычные белые куриные яйца. И еще нам будет нужна цветная бумага, стакан, иголка, карандаши, там или фломастеры, линейка, ножницы и клей. Дядь Леш, Что? пока ты это все будешь делать, дай-ка я яичками пожонглирую. Ну уж нет, ты их разобьешь. Ой. Для начала нам надо взять яичко. Вот. Желательно, чтобы яичко было белым. Так. Вот слышишь, Зубастик булькает? Ничего не слышу. Вот. Это желток и белок. Он нам пока не нужен. Поэтому мы его выдуем. Сделаем 2 дырочки и выдуем его в стакан. Как же ты будешь выдувать? Там же нет крышки. Так вот, я и говорю, сделаю 2 дырочки. Обычной иголкой. Кстати, потом желток и белок вы можете использовать для яичницы. Ой, здорово. Дядь Леш, Что? а что мы сегодня будем делать? Мы будем делать клоуна и мухомор. Мухомор? Да. Так ведь это же ядовитый гриб. Так мы же его не есть будем, а будем делать красивую подделку. Дай-ка я подую. Ну попробуй. Ой, слушай, Зубастик, у тебя ничего не получается. Ой. Давай лучше я. Ну давай, дядь Леш. Ну вот, Зубастик, мы выдули все содержимое яйца в стакан. Промокнем. Вот. У нас получилось вот такое сухое и легкое яйцо. Ой, так получилось, что очень тоненькая скорлупа. И не ломается. Да. А почему? А потому что в яйце, ребята, очень много кальция. Столько же кальция и в ваших, и твоих, Зубастик, зубках. Поэтому, если вы будете чистить зубы 2 раза в день пастой, содержащей кальций, у вас будут такие же белые и прочные зубы, как эта скорлупа. Да, дядь Леша, я вспомнил. Мне врачи в клинике Катри это говорили. Верно. Так, первое яичко у нас готово. Так. Теперь возьмем второе и сделаем то же самое. Ой. Так, ребята, теперь нам надо сделать 2 одинаковых кружка. А для чего кружки-то? Ну, из кружков мы сделаем шляпку для мухомора и колпачок для клоуна. Красный кружок для мухомора я уже вырезал, Так. а для клоуна мы сделаем синий кружок. Почему синий? Ну, мне так захотелось, Зубастик. А то все зеленое. Надо же как-то разнообразить цветовую гамму.
Ну, давай, давай, дядь Лёш, делай. Вот кружок сделали уже красненький, теперь будем вырезать синий кружок. Дядь Лёш, Что? а мне-то что делать? Подожди. А, кстати, Зубастик, давай я дам тебе белую бумагу, Давай. а ты вырежи из нее много маленьких белых кружочков, которые будут у нас на шляпке у мухомора. Хорошо? Давай, давай, дядь Лёша. Держи. Буду вырезать, давай, давай, давай. Вот, возьми там у тебя свои ножницы и вырезай. Давай, давай. Хорошо, хорошо, дядь Лёш. Вот, у нас готово 2 кружка. Кстати, Зубастик, я тебе нашел еще одну работу. Давай, давай, дядь Лёш. Я почти это уже всю сделал. Бери яичко Ага. и рисуй на нем глазки, носик и ротик у клоуна. Понял? Понял, понял. А где рисовать? Ну смотри, вот это голова клоуна. Ага. Вот сюда глазки, сюда носик и вот здесь ротик. Понял? Понял, понял, дядь Лёш, давай. Держи. Давай. Вот, аккуратненько. Вот. Вот. А я пока вырежу колпачок из синенькой бумажки, и из красненькой сделаю шляпку. Для этого нам надо определить центр. Вот немного вот так согнуть, Так. потом согнуть с другой стороны и примять в центре. Вот теперь у нас понятно, Вот где центр. нарисовал, дядь Лёша. Молодец. Вот. Сделаем один надрез. Вот. Для мухомора мы загнем чуть-чуть. Так, Сейчас, дядь намазываем Лёша, я клей. тебе уже отдаю. Давай. Вот, вот, держи. Вот, вот. Шляпка у нас готова. Теперь будем приклеивать белые пятнышки. Вот. Так. Ой, распелся. А теперь мы будем вырезать колпак для клоуна. Определим центр. Дядь Лёш, А, ну-ка посмотри. ну-ка давай. Ой, давай, осторожно. Вот. Ой, ребят, смотрите, какой красивый клоун получился. Здорово, правда? Здорово. Вот. Видишь, какой я молодец. Ах, Молодец. все умею, все могу. А? Так, Ну, сейчас я вырежу для клоуна колпачок, и мы будем делать клоуна. Разрезаем. И сворачиваем так, чтобы колпачок у нас был остренький. Вот так вот. Смотри. Думаешь, хватит? так, думаю, хватит. Давай померим. Так. Вот. Ой, О! В самый раз. точно. Тогда возьмем клей и приклеим. М, Вот, смотри. Красота? Красота. И точно так же приклеиваем шляпку к мухомору. Вот смотри, Зубастик, у нас получился клоун в колпачке и мухомор со шляпкой. Ух ты, здорово. Дядь Лёш, Что? а только вот они почему-то не стоят. Так мы сделаем клоуну жабо? А? Это какую такую жабу? Какую жабу? Да не жабу, а жабо. Это воротник такой в гармошку, понял? Ага. И сделаем мы его из желтой цветной бумаги. Тебе нравится желтый цвет? Очень нравится. Но больше мне нравится зеленый. Вырезаем длинный прямоугольник. И из него мы будем делать вот этот воротник в гармошку. Ой. Кстати, такие воротники носили в 17-16 веках. И теперь эту гармошку надо сложить. Чем мельче вы ее сложите, тем красивее у нас будет воротник. Вот так вот. Кстати, Зубастик, держи, сгибай. Давай, давай, дядь Лёша. Вот. Хоть что-то буду делать. А я пока покажу, как делать основание у гриба. Основанием будет служить обычная лужайка и травка. Для этого нам нужна зеленая цветная бумага. Полянка не обязательно должна быть круглой. Можно ее сделать любой формы, какой вам понравится. Что, и квадратная может быть? Ну, конечно. О, а я таких никогда не видел. Ну, наверное, видел, как садовники делают квадратные, треугольные лужайки. Не видел разве? Не-а. Давай в следующем году мы пойдем летом смотреть в дендропарк, и я тебе покажу эти лужайки. Хорошо, дядь Лёш, хорошо. Вот, мы вырезали вот такое вот основание, полянку. Теперь нам нужно вырезать полосочку, из нее сделать травку. Вот у меня получилась вот такая вот травка. Дядь Лёш, Что? ну-ка, посмотри. Ну-ка, вот ну-ка. такая. Ой, ребят, смотрите, как аккуратно сделал Зубастик нам воротничок. А что мне дальше делать? Приклеивай
травку к основанию полянки. Хорошо? Ай, так, а как? А смотри, вот мы сейчас вот этот край загнем. Так, Вот. ну, Вот, смотри. Загибаем. загибаем. Потом ты нарежешь вот так треугольнички. Вот. Ага, дядь Лёш. И приклеишь по кругу к основанию. Понял? Все понял, давай скорее, буду делать. Держи полянку. Ать, твою. А я покажу, как делать жабо. Для этого гармошку сложим поплотнее. Вот. И вот этот край склеим с этим. Ну вот, и готово. Готово? Но пока жабо у нас сушится, мы посадим гриб Куда посадим? в твою лужайку. Смотри. Оп. И все. Ой, здорово получилось. Видишь, такой грибок спрятался, только вырос. Смотри, какая прелесть. Здорово, дядь Лёш. Так, грибок у нас готов. У нас готово основание для нашего клоуна. Смазываем его клеем. Лучше смазать клоуна. И приклеиваем. И приклеиваем. Ой. О! Вот Ой, и все. ну здорово. Дядь Лёш, Что? вот интересно, а что еще можно сделать из скорлупы? А вот это мы как раз узнаем у ребят. Ребята, придумайте, что еще можно сделать из скорлупы куриных яиц и приносите все это в клинику Катри. Которая находится на улице Луначарского, дом 210Б. А заодно посмотрите, какие там красивые кабинеты. И добрые врачи! К тому же, ребята, все подделки участвуют в нашем конкурсе. И победитель этого конкурса, у кого будет самая красивая и замечательная подделка, получит приз. Ой, как здорово, приз! Ну что, Зубастик, время нашей программы истекло. Пора прощаться. Ой, до свидания, мальчики и девочки. До свидания. Кстати, Зубастик, слушай, как ты думаешь,